Добрый вечер, мои дорогие, с вами ваша Сия. Сегодня у нас будет предсказание на 4 вариантах. Выбирайте это первый, второй, третий, четвертый вариант. Тема расклада: силы тьмы наказали врага за его беспредел. Давайте посмотрим, как же наказали силы тьмы врага за его беспредел. Что такое сотворил ваш враг, что даже силы тьмы решили наказать врага? Ну, также мы посмотрим на чернокнижники. Колода чернокнижника у меня есть. И мы посмотрим на этой колоде, простите, оговорочка. На этой колоде посмотрим, какие силы тьмы наказали вашего врага. Ну что, начнем мы с первого варианта. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик, делиться видео. Буду вам очень-очень была благодарна. Какие же силы тьмы наказали вашего врага за его беспредел? Что за беспредел творили ваши враги? Начнем. Описание вашего врага. Описание врага. Что это за человек? И как же его накажет? Что будет происходить в жизни вашего врага? Разные колоды у нас. Ну что, начнем. Ну, ваши враги обращались к колдуну. Здесь, скорее всего, было магическое нападение. Здесь была магия. Что за магию использовали ваши колдуны? Зеркала использовали, мертвую воду использовали. Ого. Через Абару работали, здесь, скорее всего, через церковь и через кладбище. Смотрите, в церкви ставили закреп. Непроглядом все закрывали. За этой ситуацией наблюдали как темные силы, так и высшие силы света, да. Колдун работал, профессионал. Зеркала использовал. Мертвую воду. Закреп ставил. Проводил ритуал на кладбище. И закреп ставил все-таки в церкви, да, через Абару. Непроглядом все закрыл, чтобы вы не поняли. Смотрите, колдун
к колдуну обращался заказчик. Вот сейчас мы посмотрим, кто же заказчик здесь. Кто заказчик? Ну, сейчас локотки кусает заказчик. Видите, здесь серьезно все было. Здесь через церковь работа была и через кладбище, через тьму работали, да, темные силы. Но здесь хотели вас изуродовать, чтобы вы выглядели вот так. Вот все покрылись бородавками, облысели. Здесь очень сильно раздражали вы врага, что вы тут аплодисменты вам, вас куда-то приглашают, может быть, вы хорошо зарабатываете, а врага это очень раздражало. Здесь видите мечеть, но это не обязательно, что это было через мечеть что-то сделано. Здесь, может быть, и колдун живет на территории, да, там, где проживают мусульмане. А здесь были украдены ваши вещи. Все это делалось в тайне. Но здесь хотели, чтобы вы нищая, страшная стали. Ой, вот такая вот, видите, человек с протянутой рукой. Здесь не хотели вашей смерти. Здесь хотели, чтобы вы уродкой стали, поправились или очень сильно похудели, да. Вот калека такая с протянутой рукой. И по часам, да, здесь очень быстро хотели, чтобы это произошло. Здесь могли приносить что-то к вашему подъезду, к вашему дому. Если вы в частном доме живете, то что-то приносили к частному дому, да, к порогу. Там, не знаю, входной двери, калитки, не знаю, где вы там проживаете. Здесь воду лили, мертвую воду, да. Почему и зеркало показывают? Потому что здесь очень, чтобы вы смотрели в зеркало, да, и ненавидели себя. Вам противно было, чтобы вы противны людям стали. Ну, когда человек болеет, когда плохо выглядит, сами понимаете, что люди отворачиваются, да. Сейчас враг за это наказан. Враг не спит ночами, болеет. Тут сущности, видите, сущности, через которых он работал, ваш враг, да, или колдуну, к которому обращался, колдун, через которых сущности работал, да, то колдун отвод поставил все-таки на заказчика. Здесь сущности пошли обратно. Очень хорошо оплачивали заказ. Сейчас враг в шоке. Переживает очень сильно, ссорится со всеми, кусает локотки, потому что удача отвернулась от врага. И здесь как свет, так и тьма наказали вашего врага. Но вы молодец, вы защищались. Вы бились за себя. Здесь почему вашего заказчика вашего, женщину здесь, все-таки это женщина, силы вывели на этого колдуна, потому что этот колдун тоже натворил очень много
бед, да. Несчастье принес очень многим людям, видите как. Это женщина. Это женщина. Здесь их свели, чтобы вы могли со временем наказать этих людей за беззаконие, которое они творили. Но здесь удача отворачивается. Здесь ссоры, скандалы. Здесь ангел-хранитель отходит от этого человека. Я бы здесь сказала, что свет и тьма наказывает ваших врагов. Здесь безденежье будет у врага. Враг будет с протянутой рукой. Потеряет какую-то недвижимость. Человек тут заболеет. А что с колдуном будет? С колдуном. Но здесь наработал очень много кармических долгов. Игры закончились. Здесь способности перекрываются. Отводы не работают. Самонастрой плохой. И главное, не исполняются желания. Здесь денег нет у врага. Интуиция перекрыта. Но хитрости, обманы закончены у врага. Колдуна вот. А у заказчика покажите, что. Но здесь поссорятся, заказчица поссорится с колдуном. Да, поссорятся они. Здесь заказчица будет предъявлять претензии, да, колдуну, потому что она не увидит того результата, которого она хотела. Вы здесь исцелились, видите? Вы здесь почистились. И по святой воде, да, вы сняли шоры с глаз, вы поняли, что на вас магичат, вы почистились. И сейчас у вражины болит сердце. Да, теряет энергию. Это черная вдова, одинокая женщина, попала в тупик. Боится смерти, кладбища. Это кто-то из ваших... Эта женщина, она, скорее всего, из рода вашего партнера или она из вашего рода. Очень сильно ревновала, завидовала и опаивала зельем. Вот это мертвой водой, да, может быть, алкоголем, да. Здесь, видите, сама выпивает и, скорее всего, зельем опаивала. Может быть, вас, вашего партнера подливала что-то. Ну, вся магия вернулась к ней, да. Здесь бездействие. Она не сможет теперь изменить свою жизнь. Подарков не будет. Здесь вернулся целый букет негатива. Ну, разочарована будет допустим, в друзьях разочарована, в партнерах, детях, внуках. Здесь разочарование будет. Здесь люди от нее отвернутся. Ссоры будут у нее, холодно будут к ней люди относиться. Никто ее не будет здесь любить. Разочарование здесь. Ну и здесь еще, скорее всего, человек останется в одиночестве, в тупике. И здесь проблемы со здоровьем будут. Мне кажется, все-таки что-то с сердцем у нее будет. А у колдуна здесь очень много кармических отработок.
Ему придется отрабатывать карму. Здесь переполнено негативом, да, здесь очень много зла творил человек, сотворил людям, да. И даже силы тьмы отказались от этого человека. Не понравилось, как он себя вел. Ну, вот такой у нас был первый вариант. Горный хрусталь. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик. А мы переходим к варианту номер 2. Розовый кварц. Тема расклада у нас такая. Силы тьмы наказали врага за его беспредел. Давайте посмотрим, какие же силы тьмы, что за силы эти. Силы тьмы наказали вашего врага за его беспредел. Что за ситуация, описание врага мы посмотрим. Причины, почему враг нападал. Что случилось между вами и врагом? И как же будет наказан враг? Ну что, посмотрим. Силы тьмы наказали врага за его беспредел. Но здесь сам дьявол поставил на колени вашу вражину. Здесь враг женщина. Дьявол закрыл ее на замок. Даже ангел-хранитель отвернулся от этой женщины. Женщина здесь может быть любого возраста, может быть, скорее всего, светловолосая. Но здесь демона Харлама призывала, да. Но здесь видите, что нам показывает? Вы-то здесь тоже чистка. Здесь прям карта чистка и скрутка полыни, да. Вы тут чистились. Вы сняли замки, сущности замков сняли, да. Каналы подключки сняли, я вижу. Дьявол наблюдал. Здесь дьявол как? Здесь должок у нее перед дьяволом. Дьявол очень много давал. А теперь он решил, что харе, хватит. Здесь какая-то месть была в тайне против вас, человека. Здесь человек хотел отомстить, силы призывал тьмы, да. Демона призывал, да, здесь. Даже не одного демона, а 3. Здесь 3 раза нападение было. И здесь расплачивались алкоголем, сигаретами,
мясом, острые предметы использовали против вас. Но здесь вы очень много слез пролили. Здесь вас испытывал дьявол. Вы очень много плакали. Здесь использовали вашу фотографию, разрывали на части. И здесь даже я бы сказала, что не один у кого-то враг, а 3 врага. Но здесь вот эта женщина настраивала 3 человек против вас. Здесь сделка с дьяволом была. Здесь вот, чтобы внезапно что-то с вами случилось, да, внезапная смерть, чтобы вас здесь, я не знаю, как даже это говорить, чтобы или задушили, или как покромсали. Ну, чтобы вот здесь, понимаете, здесь кровь, чтобы как-то изуродовали, что ли, внезапно, да. Чтобы было внезапное нападение и ваше обнуление по дураку. Ну, силу применяли. Да, ни-за чего. Здесь у вас или скандал с этими людьми был, ссора какая-то, или расставание с партнером было. И здесь из мести это все делалось. Но вы этих людей знаете, здесь общались с этими людьми, может быть, застолье было даже с этими людьми, или общение какое-то, или вы хотя бы видели этих людей. Но здесь ссора была. Здесь беззаконие, суд над вами творили. Здесь к профессионалу тоже обращались. Но здесь вы даже не ожидали, вы как-то хорошо к этим людям относились. Ну, даже если ссора и была, да, вы как-то быстро отошли от этой ссоры. Здесь мужчину еще против вас настраивали. Вы тут императрица. Ну да, здесь нападение на вас было. Ну, я же говорю, вы очень много слез пролили здесь, за голову хватались. Ну что будет? Теперь они будут за голову хвататься, потому что сам дьявол закроет этих людей. Должок перед дьяволом у них. Здесь механизм запущен, игра закончена. Здесь вот эта светловолосая женщина, которая заключала сделку с самим дьяволом, да, она получит здесь. Здесь что-то внезапно произойдет. Неожиданно. Драка, скандал, авария. Вот что-то внезапно, да. Пожар, может быть, даже. Здесь внезапно что-то произойдет, да. Нападение какое-то, драка, скандал, авария внезапная, да, неожиданно. Здесь человек не ожидал даже, да. Ну, это наказание за магию здесь. Давайте спросим, что дьявол возьмет за долг, да, за должок
за эту сделку с этой женщиной. Что дьявол возьмет с этой женщины за вот то, что она желала вам. Но она должна дьяволу. Вот. Ну что здесь дьявол возьмет? Дьявол возьмет душу ее, которая пойдет в ад. Проклятая душа. Отработка кармы будет. Да, и избавиться от этого будет невозможно. Это отработка кармы. Проклятая душа. Самобичевание, болезнь будет. Здесь какие-то женские заболевания, бесплодие. Втайне будет пытаться почиститься. Будет... Ну вот она, эта сделка, сами видите, да. Втайне будет еще обращаться к силам тьмы, просить все-таки ударить мощнее вас. Но тут должок, да. Здесь нет. Ну что, здесь кровь, да, здесь кровотечение, порезы какие-то, ожоги могут быть. Здесь страдания будут. И все это по правосудию. И здесь душа принадлежать будет ему. Кровь — это и есть душа, да. Наказана за жадность, за месть будет эта женщина. Ничем не сможет откупиться. А вы очень хорошо почистились у мощной ведьмы, да, здесь мощная чистка была у ведьмы. Ведьма, которая использует молитвы, заговоры. У вас все будет хорошо. Ведьма коронованная здесь, мощная. Здесь хорошую защиту вам поставила, так что вам переживать нечего. А вот ваша вражина в страхах находится. Вот такой интересный у нас был расклад. Так, расклад. Благодарю силу за помощь, за информацию. Прям не давали мне говорить в первом варианте, просто вы как будто за язык держали. Вот. Князь тьмы накажет ее. Игры закончены. Десятка мечей, да. Но здесь схватится за голову. Но здесь десятка мечей, она будет какая? Здесь что-то внезапно произойдет, да. Вот здесь черная полоса, да, там, допустим, в аварию попала, там что-то загорелось, драка произошла. Здесь вот черная полоса будет не такая, здесь люди использовать будут. Здесь, допустим, заболела, не может выздороветь, да, за голову хватается. Механизм запускается, и человек десятка мечей, да, уже настолько болен, что спасти невозможно. Вот такая здесь ситуация. Ну да. Здесь и сама магичила, и к мастеру обращалась. Но применяла силу, как нам показывает, да. Хотела быть победительницей. Вот здесь кого-то из этой женщины душили. Сами видите. И вы очень сильно плакали.
Может быть, во сне душили, может быть, сон снился, через астрал нападали, может, в прямом смысле душили. Вот. На кого-то с ножом могли напасть. Вот теперь все это будет происходить с ней. Здесь как будто резали фотографию на мелкие кусочки, уродовали. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик. А мы переходим к следующему варианту, вариант номер 3. Вариант номер 3, зеленый джедаит. Давайте посмотрим. Силы тьмы наказали врага за его беспредел. Силы тьмы. Давайте посмотрим, что за силы наказали. Что произошло между вами и вашим врагом? Из-за чего здесь сыр-бор, да? Что враги вам желали? Давайте посмотрим, сами или все-таки к мастеру обращались. Ух, карты прям летят. Что это за магия была такая? Чем расплатятся теперь? Как же они будут наказаны за этот беспредел? Что будет с ними происходить? Троечки. Как же силы накажут ваших врагов? Ну что, готовы? Начнем, мои дорогие. Ну, здесь использовали демонологию, демона призывали. Морок на вас наводили. По вашей фотографии работали. Через кладбище работали. Здесь мороки, оморочки, глаза завязывали, чтобы вы не понимали, да, по вашей фотографии на кладбище. Ну, могли сжигать, закапывать вашу фотографию. И здесь вы не понимали, что происходит, что не так. Но я, видите, вижу, что вы тоже живая вода, тут чистились. Отливки делали на воск, на металл. Ну и исцелились здесь, исцеление было. Заговоры, молитвы читали.
А что произошло? Ну, вы уже с этими людьми, вы разочаровались в них, вы с ними не общаетесь. Что произошло? Вас обманули, предали, разбили вам сердце. Здесь, смотрите, могли обращаться к ведьме и могли сами использовать магию против вас. Очень хотели, чтобы вы страдали, плакали, чтобы вы разочаровались в людях, в любви здесь разочаровались, чтобы вас уволили с работы, чтобы вы схватали за голову, чтобы, допустим, если снимаете жилье, чтобы вас выгнали, выселили. Ну и за счет вас, тут, скорее всего, крадники делали, за счет вас исполняли желания, видите. Здесь могли через джиннов работать, через острые предметы работали. Здесь, если, допустим, вы расстались с партнером, то эта любовница могла против вас тут магичить, настраивать партнера против вас. И за счет вас самоутверждаться и исполнять желания. Ну, черная кошка здесь, она сама, скорее всего, использует магию, да. Здесь мужчина могла настраивать против вас. Допустим, если вы были его супругой, то здесь могла говорить: не плати алименты, там, выгони ее из квартиры. Но здесь вот такая ситуация. Здесь почему-то унижение, оскорбления были, скандалы могли быть, драки даже могли быть. Но в тайне черная кошка здесь использовала магию, и также ей хотелось, чтобы мужчина сделал вам больно. Но это может быть и его мать, и его сестра тоже. Но мне все-таки кажется, что здесь любовница. А у вас очень добрая душа здесь. Природная красота. Но с вас хотели сделать жертву, лишить вас, может быть, жилья, выгнать, допустим, не платить алименты ребенку. Здесь на вашу защиту еще стали триединые богини. Ну что теперь с этими людьми будут? Здесь будет вот эта жрица наказана, ведьма, да, это может быть сестра, мать или любовница, но больше здесь все-таки любовница будет наказана. Здесь, если она увела мужчину, она считала, что это любовь, да, что он ее любит, а вас разлюбил, тут мужчина пить начнет. Пить, изменять ей будет, поднимать на нее руку, потеряет к ней интерес, унижать будет. И здесь мужчина может допиться до болезни, до смерти, до какой-то операции. Вот такая здесь ситуация. Ну и здесь еще будут унижения, оскорбления. Здесь семья будет его унижать, оскорблять ее. Ну и здесь все равно, вот как ни крути, здесь какая-то смерть будет. Она разрушила отношения, да, здесь оставила, может быть, детей без отца. Здесь десятка кубков, счастливые отношения, счастливый брак был. И из-за денег разрушила, видите, теперь у нее не будет счастья в личной жизни, не будет денег, башня, скандалы, разрушения. Вот. Она мечтала о семье, о благополучии, а здесь ни семьи, ни благополучия. Мужчина будет драться, ругаться, выпивать, изменять направо и налево. Ой, здесь
жестко все будет, жестко. Ей придется тяжело работать, мужчина не будет ее обеспечивать. У них будут отношения в виде качель. Они то ссорятся, то мирятся, то дерутся, да. Здесь, видите, мужчина просто король огня. Очень будет по отношению к ней агрессивным, видите. Здесь ревновать будет очень сильно. Слуга воздуха, унижать, оскорблять. Здесь, знаете, такие отношения будут у них. Вот он драка, а потом, допустим, прыгает в постель. Избивает до полусмерти, просит прощения на коленях. Избивает ее, унижает перед другими людьми. Потом он у нее просит прощения. Она там оскорбляет, унижает, у него на коленях унижается, просит прощения. Здесь ужасные отношения, очень тяжелые отношения, очень тяжелые, которые могут привести к опасным последствиям, да. Это как бабочка на огонь лететь. Здесь люблю и ненавижу, люблю и ненавижу. Постоянно будет ее сравнивать с вами почему-то. Находить в ней недостатки, обвинять ее в том, что она разрушила его семью. Если она собирается уходить, он бежит там, за волосы хватает и сбивает. Здесь вот такая ситуация. А за магию, как она будет наказана? Ну, здесь почему-то за детей будет, за разрушенную семью наказана. Вот то, что она лучше вас, это ее иллюзия, понимаете? Она хотела самоутвердиться за счет вас, хотела быть лучше вас. Это иллюзия. Мужчина не будет считать ее лучше вас. Здесь вулкан, да, безденежье, скандалы из-за денег будут сильные. Здесь вашу чистку мне показывают. Здесь кисты, миомы, всякие образования. Здесь может быть еще, знаете, ну, шишки какие-то. Проблемы с недвижимостью. Здесь мужчина-манипулятор будет проводить время с друзьями, выпивать, встречаться или водить их домой, а вот ей с подругами. И она здесь будет ждать его, а вот ей с подругами, он как паук будет выпивать ее, а вот ей с подругами он не разрешит общаться, да, даже с родственниками. Она будет его постоянно ревновать до самой смерти. Ну вот такое здесь наказание. Что было, я вам рассказала. Вот здесь мне не столько магию показывают, да, через магию человек будет наказан. Здесь и этот мужчина ее доведет до безумия, до болезни, до несчастного случая. Вот такая здесь ситуация. Но здесь мечта еще у нее была быть богатой, но здесь не сбудется. Это она хотела, чтобы ее... Здесь еще такое желание было подругам доказать, что она королева, да, там жаба в короне, да, что она вышла замуж, что у нее семья, что у нее дети. Здесь она не докажет ничего. Здесь страдания ждут человека. Здесь она думала, что она здесь на чужом несчастье. Вот здесь почему-то удовольствие доставляла. Допустим, она, вот не знаю даже, как сказать, здесь могла настроить мужчину, да, против жены. И мужчина приходил домой и начинал тут избивать, издеваться над женой, да. Но это все-таки здесь была здесь через демонологию использовали, да, по фотографии. Здесь на кладбище работали.
вашей фотографией, да, и вы под мороком сидели, думали, что он исправится, все будет хорошо, а мужчина здесь и не справлялся, и ничего не налаживалось. Здесь почему-то вас обвиняли, знаете, что вот вам от него только деньги нужны, что вы его не любите. Здесь много слез. И все это в тайне. Ну вот, через демонологию здесь все-таки нападали. Я не буду называть имя демона, не хочу. Но вы здесь неплохо почистились. Морок, оморочку сняли. Видите, живая вода, и отливки делали, заговоры читали. Кто-то из вас почистился тоже на кладбище. Это правильное решение, потому что если через кладбище по вам работали, то вы должны и через кладбище почиститься. Потому что отливки, понимаете, да, на металл, на воск можно отлить, но серьезную порчу, если это через кладбище было сделано, снять это, вот сейчас скажу, невозможно. Будут на меня писать и говорить всякую муть. Вот. Через что делали, через что и снимается. Я не знаю, я знаю человека, который, не поверите, ко мне обращался человек, я не буду называть имя, женщина или мужчина тоже не буду называть. Там чуть ли ему и не наврать бы, мне 50 отливок сделали на металл и воск. А у человека только потеря энергии было, плохое самочувствие, и человек слег. Вот. Но снять не смогли. Вот. И я уже не взяла за такого человека, за такую работу, да, потому что он уже был обессилен, там не было энергии, он слег. А когда человек уже дошел до ручки, да, мало того, что порчу сделали, да еще и чисток много чисток, а эти чистки забирают энергию. И тогда человек становится слабый, у него нет энергии, сил нету, он раздражительный, начинает болеть, тогда уже очень тяжело его почистить. Сама очистка – это как операция, сложная операция, после которой человек может себя начать плохо чувствовать. Но так всегда бывает. После чистки плохо себя... А потом люди должны восстанавливаться после такой чистки какое-то время. Вот, а многие люди не понимают, чистятся, делают по 10-15 отливок. Вот я смотрела одного мастера на YouTube, она делает по 10-15 отливок на воск, на металл. И человек тогда просто без энергии, он не успевает самовосстанавливаться, да, и это хуже ему становится. Вот. А если там на работе демон стоял или кладбище было, мертвые стоят, да, то невозможно снять отливками это все. Но если еще там, ну ладно, если на кладбище это отливки относить, то ну все равно это специальная чистка нужна. Но мы переходим к варианту номер 4. Дымчатый кварц. Давайте здесь смотреть. Тема у нас: силы тьмы наказали врага за его беспредел. Так. Смотрим мы на колоде чернокнижника. Посмотрим, что за силы тьмы. Что за силы тьмы, да, наказали врага, да, и за что, почему же силы тьмы отказались помогать врагу, за что? Последний вариант у нас
четвертый. Четверка это по китайскому смерть. Ну и у нас 4 это 2 двойки, да. Тоже все связано со смертью. Вот в чем тут проблема? Давайте посмотрим, из-за чего сыр-бор, да. Что же хотел добиться враг? Как он хотел, чтобы вы страдали? Что вообще он хотел, чтобы с вами было? Как хотел вам отомстить? Может быть, за что? И что ему за это будет? Мы посмотрим. Что же врагу за это будет? Вот прям что это такое? Первый раз у меня так карты идут. Как-то, блин, странно. Что здесь-то? Как наказан будет враг? Покажите мне. Я хочу увидеть, как наказан будет враг. Как будет наказан враг? Как будет наказан враг? Покажите. Как будет наказан враг? Как силы тьмы накажут врага? Ну что, готовы четверочки? Силы тьмы. Но здесь враг обращался к сатане. Здесь безбожник ходил. Сначала заказывал расклад. Мастер работает силами тьмы. Сатана здесь помогает мастеру. Порчу враг заказывал на вас. Ой, здесь тоже демоны, бесы. Враг с темными силами здесь работает. Бесы, демоны. Даже не хочу называть имена. Здесь не просто хотели вам отомстить. Здесь порчу на болезнь делали. Но тоже я вижу, видите, здесь подклады шерсть приносили. Может, что-то шерстяное дарили, шерсть подкидывали. Здесь вы тоже здесь чистились. Может быть, молитвы, заговоры читали. Ну и вот эти, через кого работал мастер, да, бесы пошли обратно. Но не к мастеру, а к заказчику. Давайте посмотрим, кто заказчик здесь. Но здесь вы поссорились, и втайне враг решил отомстить. Враг не один. Враг здесь с женщиной обращался, втайне с женщиной обращался. К мастеру заказывали. Жадный очень враг. Мало заплатил, откупы плохие дал. Ну, здесь заказали на вас прям по башне порчу. Карта перевернута. Мало заплатили, видите, мало заплатили. Здесь применяли против вас кровь, разрушали ваше здоровье, да, на болезнь делали вам. Вам было очень тяжело, для врага это как игра была. Здесь магическая война между вами. Ну, 10 мечей. Здесь, ну, чтобы вы заболели, и в страданиях вас не стало, да, через страдания. Вы с этими людьми поссорились. Это может быть девушка, подруга, родственница у кого-то, но они вдвоем здесь. Все равно, в любом случае, они к мастеру ездили или обращались вдвоем, втайне, потихоря. И здесь завязалась магическая война. Вам было очень тяжело, вы заболели здесь.
Война продолжалась, очень тяжело. Тяжело было, да, тяжелая война была здесь. Ой, здесь прям видите, как вам объяснить. Здесь, если работали с вашей фотографией, то здесь почему-то или вольт ваш резали на части, отрезали руки, ноги. Да, вас в жертву отдавали. Но сейчас враги, видите, что вот эти сущности, бесы, демоны, сам сатана взял этих людей за горло. Видите, эти сущности пошли обратно к этой парочке, особенно к женщине. Сейчас прям, жрут этих людей, тянут с них энергию. Здесь страхи какие-то, по ночам плохо спят, ссорятся между собой. Угу. Здесь, знаете, как будто что-то видят, да, каких-то сущностей. Посмотрите, каких-то сущностей видят. Вот, сны какие-то ужасные видят. Здесь прям вот эти сущности, видите, тянут энергию и с мужчины, и с женщины. А женщина прям, знаете, себе почему-то больно делает. Больно делает. Здесь подселение какое-то уже у женщины есть. Здесь, прям жить не хочется людям. Конечно, с такими сущностями, да, контактировать. Здесь прям подселение у женщины. Смотрите, подселение у женщины, а у мужчины сущность прицепилась. Здесь, знаете, такое состояние неадекватное у людей может быть, что себе могут больно делать. Угу. Да, здесь магию применяли. Парочка здесь, да, парочка, мужчина и женщина. Здесь друг другу помогали, хотели унизить вас, а теперь у них состояние будет такое, знаете, униженное состояние, какой-то помощь им будет нужна. Сущности будут преследовать, им придется откуда-то уйти, уехать, переместиться. Все по правосудию наказание здесь. Здесь потеряют очень много. Дорогого очень, денег потеряют. Вот что им дорого начнут терять. За магию, видите, и маг тут будет наказан. Ему нельзя было браться за эту работу. От мага отвернется колесо фортуны, закроются способности, силы перестанут помогать. Эти люди будут наказаны за эгоизм. Наказание будет долгое наказание. Здесь вот как будто, знаете, как вам объяснить, вот люди будут хотеть смерти своей, а смерти тут не дадут. Здесь, знаете, это вот, человек, например, уже готов умереть, просит смерти, а смерть не приходит, да. Здесь какие-то страдания жуткие будут. Вот хочу уйти, видите, и не могу. Вот. Здесь вот, это то же самое, что человек, допустим, остановилось сердце, его возвращают. Человек болеет серьезным заболеванием, да, он уже не может терпеть боли, а его все равно оставляют здесь, да. Здесь страдания не только эти люди будут страдать, здесь даже близкие будут страдать из-за этих людей. Здесь наказание будет и близким за все, что они сделали. А здесь прямо под мороком люди будут. Где монеты будут считать, сердце болеть будет. Я же говорю, здесь
очень переживать будут, что копейки будут считать, большие деньги будут от них уходить. Смотрите, за всю грязь, которую они сделали через беса, вот бесы, да, деньги будут уходить сквозь пальцы. Здесь кто-то будет обворовывать, предавать, обманывать, забирать, могут забрать недвижимость. Здесь потерять могут недвижимость. Например, квартира в ипотеку, выгнали из квартиры. Ой, здесь болезни разнообразные, тяжелые, кармические уроки, тупики, невозможность выздороветь. Какое-то женское заболевание – это как кармическое наказание, из которого нет выхода, бесплодие, допустим. Люди мечтали о детях, детей не будет. Какое-то гинекологическое заболевание, выздороветь невозможно. И шоры не понимать будут, как это в церковь побегут. Но такую магию, которую они заказывали через, не буду называть кого, да, здесь там невозможно это бумеранги снять, да. Здесь будут пытаться почиститься, чистки не будут помогать, какие бы деньги они ни платили. Но это парочка, мужчина и женщина. Здесь шабашем, да, к разным мастерам ходили. Весь шабаш разрушится, они между собой перессорятся, мастера отвернутся, и все тут получат, зеркалится весь этот негатив, все получат по заслугам. Здесь зря обращались к этим силам, потому что эти силы будут наблюдать, будут наказывать. Эта черная полоса не закончится. Хотели, вот особенно женщина хотела видеть, что вы страдаете, что у вас, вы болеете в страданиях, кто-то в обидах, слезы льете, у вас разбитое сердце. Здесь очень хотелось этой женщине видеть вас, что вы тут с ума сходите, что вы плачете, страдаете, что вы разочарованы, что вы разваливаетесь на части, да. Здесь очень хотелось это видеть. Но вы тут взяли и почистились. Кто-то из вас тоже почистился, вы поняли, что вы начали болеть, и вы почистились через кладбище. Если эти люди будут пытаться почиститься через кладбище, то это бумеранг, его почистить невозможно. Эта женщина, если желала вам и вашим детям смерти, да, и таскала фотографии на кладбище, то здесь ее ждет смерти, вы узнаете об этом. Кто-то из близких у нее умрет. Вот такая здесь ситуация. Здесь холодная женщина. Здесь почему-то невозможность продолжить род, да, это холодная, это как бы вам объяснить, это не может забеременеть, все уже. Два раза показали холод, да. Здесь очень женщина будет хотеть ребенка, а это будет невозможно. Это, смотрите, это очень интересно. Здесь это наказание по правосудию за вот то, что использовала магию такую страшную против вас. Здесь я еще смотрела, думаю, что здесь ребенок, да, здесь какие-то выкидыши, замершие беременности. Здесь даже, если захотят усыновить, здесь невозможность будет усыновить, не дадут. Это тут наказание за вас. Но я вам бы советовала почаще заказывать расклады или смотреть онлайн расклады. И все-таки тут найдите вот эту шерсть, шерстяную вещь какую-то или кусок шерсти.
что-то шерстяное есть, это как якорь. Надо найти и не брать руками, а аккуратненько пакетиком, да, и не сжигать, а лучше засыпать солью и, да, и сбросить в текущую воду. Вот, потому что здесь подклад есть у кого-то. Здесь нельзя его сжигать. Если вы его начнете сжигать, то вы его активируете, наоборот. А здесь нужно его засыпать солью и по воде пустить, чтобы он вернулся к тем, от кого он пришел, да. И тогда им будет 10 мечей, тогда они заболеют серьезно. И еще здесь для кого-то подсказка, если у вас, допустим, талисманы, камни, здесь нужно их почистить. Вам нужно тоже здесь заземляться, вам нужны талисманы и камни. Вот. Сейчас я посмотрю, что это за камень вам нужен. Покажите, что за камень. Но его нужно будет заговорить, почистить для защиты, заговорить. Покажите, что это за камень здесь. Что это за камень? Ну, это черный камень. Здесь, смотрите, один должен быть черный камень, защищать будет вас, да. И можно даже приобрести, вот здесь прям крест показывает, и крестик, а внутри красный камень. Почистите, заговорите. Это не распятие, это просто крестик, и там красный рубин, скорее всего, это. Вот. Потом черный камень нужен будет для защиты. Небольшой черный камень. Все камни черных оттенков. И вот здесь бы, я бы сказала, еще один камень нужен, да. Этот камень, все-таки я сказала бы, это он как поможет вам стать более спокойной, уравновешенной, будет нежность и любовь притягивать. Это, скорее всего, розовый кварц, я бы сказала. Розовый кварц, да. Вот такой вот крестик, видите, 2 раза он здесь у меня вышел, вот такой крестик с красным камнем, с рубином, 2 раза, видите. Он будет защищать вас. Сейчас я еще посмотрю. 4. Он как ангел-хранитель будет защищать, даже исполнять ваши желания. Но здесь почему-то мне карты показывают, что если у вас есть ребенок, то здесь и ребенку нужно. Ребенку лучше розовый кварц или голубой камень, бирюзу можно, да. Синий содолит можно. Потому что здесь, я бы сказала, или это меня тут разные люди смотрят, 2 разных человека. Ну вот что-то из этого приобретите, почистите, подержите в соленой воде, потом под проточной водой, подержите, потом положите на ночь в полнолуние, чтобы он набрался энергии, да. И розовый лучше на солнце положить камень, и голубой.
Вот, и не на Луну, а на Солнце, чтобы набрался энергии. А потом можно заговорить своими словами или почитать заговор. Вот такой вам совет. Четверочки. Четвертый сложный вариант, конечно. Если вы не заказывали диагностику, то тут я посоветовала четверочкам диагностику заказать. Ну что, дорогие мои, я всех вас очень сильно люблю, желаю вам счастья, удачи, всех вам благ, берегите себя и своих близких, уже немножко подустала. Всех благодарю за то, что вы остаетесь со мной, за то, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Люблю вас, крепко-крепко обнимаю и прощаюсь исключительно до следующего видео. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.